Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях потрясающая скрипачка, бунтарка, авангардистка, анархистка, в общем, абсолютно шкодная по характеру девушка, женщина, которая взрывает наше представление, несколько консервативное, несколько буржуазное, о современной классической музыке. Зачем она это делает? Что она хочет этим сказать? Об этом у нас сегодня пойдет с ней разговор. Патрисия Капачинская. Я вчера была на твоем концерте с Теодором Курентисом. Я очень рада, что вы друг друга нашли, потому что вы где-то очень совпадаете в каких-то моментах вот именно абсолютного поиска и в то же время абсолютного детального прощупывания музыкальной ткани. У обоих это очень заметно, и поэтому результат такой совершенно сногсшибательный. Я очень люблю Теодора. Он для меня вот как брат. Я чувствую, вот генетически мы связаны, у нас одно понимание. Даже если по-разному мы о чем-то думаем, мы все равно встречаемся. Я к нему с удовольствием приближаюсь, и он ко мне. То есть на репетиции не происходит борьбы абсолютно, а происходит постоянное сближение. То есть вы следуете друг другу? Мы следуем, мы доверяем друг другу. Это так важно. Это очень важно. Скажи, пожалуйста, вот это совершенно сумасшедшая запись Чайковского концерта. Да. То есть это и ваши... Вы же встретились не так давно, это 2014 год. И начали сразу, в общем-то, не твоего репертуара. Нет, мягко говоря. Я думаю, что ты его избегала, например, на протяжении всей твоей жизни, что Чайковский это вообще такой конкурсный, такой уже заезженный, абсолютно. Вот то, что касается рамок. Как ты отнеслась прежде всего к этой идее записать концерт Чайковского, причем с Теодором? Это уже было, конечно, ясно, что раз с Теодором, то это уже традиционным-то образом явно не получится. Нет, конечно, нет. Тебе пришлось что-то преодолеть? Как я понимаю, когда ты готовишься к чему-то, ты стараешься никого не слушать, никакие другие представления, да? Нет, я могу слушать, мне это уже не мешает. У меня фильтр, мне кажется, сильный. Очень сложно выбиться из этих бункеров. Вот эти произведения, они как будто вот похоронены в какие-то архивы. А мне очень хочется просто вот посидеть за чашкой чая вот с Чайковским и просто с ним побеседовать. Я не говорю, что это правильно, как я играю, совсем нет. Но это была просто беседа живая, и это то, что мне очень хотелось в этом произведении добиться. Не говорить вот таким голосом, вот таким звуком это играть, что все, я могу. Нет, я не могу. На самом деле я не скрипач. Я вообще не хороший скрипач. Я вообще композитор. У меня другие представления. Но когда я играю, мне хочется общаться с композитором, мне хочется... То, чем я, может быть, чему-то научилась, владею каким-то ремеслом, вся эта техника, она мне не интересна. Она нужна только для того, чтобы выразить что-то. Но надо знать, что ты хочешь выразить. И для этого нужна постоянная живая беседа с текстом. Мне кажется, во второй части вот это самое главное, это сердце этого произведения, хотя вначале ведь он другую часть сочинил, потом она мне понравилась, и он вот эту. Значит, мелодия такая... А потом, если мы вспомним французскую песенку... Да. Все мы детками детского альбома. Это французская песня. И вот я начинаю думать, а ведь няня у него была француженка, а ведь он ее очень-очень любил. И вспоминал ее часто. А он человек был чувствительным. Очень сентиментальным. Ну, не может быть, чтобы это просто так было. Где-то там подсознательно это было для него важно. Мне кажется, это воспоминание детства. И то, что он писал в письмах Надежде фон Мек, что это таинственная музыка, завуалированная. Ну, давайте сыграем это один раз таинственно, один раз настолько тихо и завуалировано, что действительно... А ведь мы все знаем эту мелодию, да? Если это будет... Если я начну так играть, я ее не буду чувствовать, потому что вот такой я уже ее знаю. А когда ее сыграть таинственно, как воспоминание, как ребенок вспоминает вот этот свет из окна, вот
через эту занавеску. Скорее всего, Вот ночной это- такой, Или лунный. ночную, да, кто знает. А может быть, там свечка была. А вот она рядом с ним сидела, гладила его по головке и пела ему что-то. Почему бы нам не перенестись вот в такую ситуацию и сыграть эту вторую часть один раз в жизни вот так? И вот не надо пока критиковать, вот просто послушайте это в другой ситуации. И я не могу даже назвать это экспериментом. А разве это эксперимент? А разве нам нельзя музыкантам себе представить что-то новое и сыграть немножко по-другому? Вот. И когда люди начинают это критиковать и начинают говорить, что она хочет обязательно какой-то там вызов или кого-то, мне кажется, это очень далекий. Ну вот обрати внимание, про Чичилию Бартоле, к примеру. В мире вокалистов очень многие мне скажут, да что ты, она вообще, у нее нет школы, ни голоса. Вот правда. Ну просто это пример такой очень известный, в смысле, как она воздействует на публику, и как ее любят, и как отзываются они, предположим, ее же коллеги. Да? Я назову твое имя, я примерно могу себе представить, что я услышу от скрипачей, которые скажут, да у нее нет школы, да у нее нет это, и вообще что она играет с ног на голову, и так далее, и так далее. Тебе это не мешает, что тебя вот так воспринимают угловато? Нет, наоборот. Это хорошо, потому что становится ясно, что человек придет на концерт, он не услышит стандарт, ему придется думать снова, ему придется открыть его уши и глаза. Проблема в музыке в том, что, например, вот в поэзии ты сидишь дома, ты читаешь и сам себе пытаешься понять, что значит для тебя это в данный момент. Но ты наедине вот с этой книгой, а с музыкой. Кто может открыть партитуру и быть наедине с этой партитурой? Мало кто. Получается, что мы очень зависим от интерпретации. То есть, если нам в течение, не знаю, 70 лет выходят люди и играют одно и то же, абсолютно одинаково, это называется школой, традицией, это называется правильным, и это выигрывает на конкурсе, и это не меняется в течение очень многих лет, и это передается в следующее поколение, то это становится каким-то мертвым. Я это уже не чувствую, я не слышу это больше. Это становится памятником. То есть ты против зрителя, ну, скажем так, вот есть исполнители, я иду на этот концерт, я точно знаю, что я услышу. Да. Я точно знаю, что это будет вот такого качества. Я точно знаю, как это все будет выглядеть. Да. Ну, это как бы доказать себе, что все в порядке. Я заплатил за билет, заплатил за качество того, что я слышу, и это не будет хуже, чем на моей пластинке, потому что, не дай бог. Да. А если там что-то по-другому, то это становится непонятным, опасным, ты чувствуешь себя неуверенным. Почему я тут? Что происходит? Что это за произведение? Начинается дискуссия с самим собой. Хорошо ли это? Начинаешь читать газету на следующее утро, что я там не понял. Да. Но есть такие люди, которые приходят на концерт, чтобы узнать что-то новое. И, между прочим, в науке, что такое действительно интересный ученый? Это тот, который пытается выйти из всего того, что мы знаем, и узнать что-то новое. Тот, который говорит, что 2 + 2 = 4, он преподает. Это профессор, это учитель, это школа. Вот вам школа. Но тот, который действительно экспериментирует, рискует, да, лаборатория может взорваться в конце. Окей, будем надеяться, что жертв не будет. Но все-таки что-то происходит. И чему-то, да он новому... К чему-то новому он придет в конце концов. Чем рискуешь ты? Я рискую всем. А человеческими душами в зале? Вдруг кто-то там в обморок упадет от твоего звукоизвлечения? Бывало такое. Мне надо немножко осторожнее, да? Нет, но стоя на сцене, я очень хочу, чтобы то, что я слышу, чувствую, думаю, воспринимаю в этом произведении, то, что оно мне рассказывает, это произведение. Ведь самое честное, что я могу сделать, как интерпретатор, как исполнитель, это рассказать публике о том, что я поняла в этом произведении, что оно мне рассказало. И я хочу, чтобы меня слышали, слушали. Я хочу дойти до всех сердец. Я, собственно, отношусь к публике как к детям. И я тоже
тоже остаюсь ребенком, потому что... Ну, это без возраста абсолютно. Есть у меня возраст, я чувствую это, но нужна свежесть детского восприятия. Ведь они замечают вещи, которые мы уже не замечаем. Они чувствуют очень много. Нельзя становиться взрослым ни в коем случае. Ты видишь какую-то разную публику? Ты вот можешь сказать, что вот с этой... Или вот ты выходишь, и ты прямо вот чувствуешь атмосферу в зале, что вот с этой публикой я могу сегодня позволить себе больше. Или с этой... Есть такое. Так, надо бы осторожней. Вот расскажи, где это? И причем есть ли места такие определенные, очаги вот такой публики, которая готова к революции, и наоборот, те, которые совершенно вот так будут сидеть и Есть. просто не двигаться? Где? Есть. Ну вот, я ведь выросла в Вене, меня там хорошо знают. Вот я там могу делать все, что хочу. В Зальцбурге очень приятно играть. Меня знают, и я свободно себя чувствую. И в Питере вчера меня не знают. Я играла концерт Берга. Я чувствую себя непонятно. Я не знаю, как я могу двигаться тут. Какая реакция? До начала концерта мы сыграли песенку кернскую. Кто это понял? Почему мы это сыграли? Может быть, надо было объяснить. Нельзя, на сцене нельзя ведь говорить. Мы же все такие напряженные в классической музыке. Между прочим, в Америке у меня даже в контракте написано, что я должна объяснить. Но ты знаешь, как это необычно для музыканта? Мы же нон-вербальные люди, на самом деле. Мы просто играем, а что мы говорим там? Говорим на нормальные темы. А там надо выходить на сцену, объяснять, что за программа, почему, что я в ней вижу, что я понимаю на английском языке. Это все для меня было достаточно сложно, и очень интересно было этим заниматься. Начинаешь читать, начинаешь осведомляться, и потом складывается контакт с публикой. Она, может быть, там попроще, чем в Питере. Но все-таки я чувствую, что это очень важно, да. А вот тут вот стоишь и думаешь... Вот этот определенный консерватизм, связан ли это с тем, что русские всегда были уверены, что у них очень сильная школа, в том числе и скрипичная? Они правы. Да, они правы. И даже у тебя, если посмотреть вообще всю твою биографию, у тебя Я тоже практически русских были учу. русские педагоги, даже на Западе. Конечно, конечно. Вот, Евгения Алексеевна Чугаева, Борис Кушнир, Дора Шварцберг, это все всё русская школа. Как я им благодарна до конца жизни. Боже мой, мне ничего бы не получалось бы. У меня же аппарат такой, что в принципе более-менее все получается. Ты сказала, что ты самоучка. Что ты имела в виду? Самоучка в мышлении, в искании звуков. Меня не интересует звук, который всегда качествен и всегда звучит одинаково красиво. То есть ты немножко относишься как джазовый музыкант, что это где-то может немножко и фальшиво быть, Должно немножко быть. съехать должна Я интонация, ищу да? это. Я ищу все эти шероховатости и жесткости, углы. Я ищу их. Мне нравится, когда нота немножко фальшивая, специально. Я ее потом... Как важно ошибаться. Боже мой, как это важно.
читаю по нотам для того, чтобы быть свободной. Не то, что я с листа сейчас читаю, я все произведения все учу, штудирую, знаю, анализирую. Но ноты для меня это как карта. Вот как небесная карта, это звезды мои. Я в нее смотрю, она должна быть рядом со мной. Я хочу ее снова и снова читать. Я всегда ее понимаю по-разному. У меня нету такого риска, что я буду ее одинаково играть. Наоборот, когда я запоминаю наизусть, у меня стресс не забыть. И тогда какой-то бетон у меня случается в голове, и вот я играю все время одно и то же. Я не хочу. Мне хочется играть произведение как будто в первый раз. Вот и для меня это премьера. А может быть и в последний, как моя мама говорит. Играй как в первый, последний раз. И для меня композитор вот тут на сцене рядом, а когда я играю концерт Лигeti, у меня на сцене еще и Барток стоит, и Шандор Вереш, и Джезуальду стоит. Это все духи, это все ангелы, которые вот с нами. У меня там целая лаборатория. Давай вернемся к твоим народным корням. Они тебя, в общем, сотворили, во многом, так сказать, создали. Это твоя опора. Мне кажется, да. Как ты росла? Ты родилась в Молдавии. Да, до 13 я выросла у бабушки с дедушкой. Папа с мамой мои народные музыканты. Мой папа играет на цимбале, был заслуженным артистом Молдавской ССР, он прекрасный музыкант. Он много играл очень современной музыки тоже. Композиторы с ним вместе работали, он сам сочиняет. Он расширил возможности этого инструмента уже до нельзя и до сих пор дальше работает над этим. Он понимал свой инструмент как целый оркестр. Мама моя прекрасная скрипачка, у нее феноменальные возможности, я в каждый раз смотрю, удивляюсь. И кроме того, она самая лучшая мама на свете. Папа цимбалист, мама скрипачка. И вот вы потом вот всем вот этим составом переезжаете в Вену. Скажи, а вот твоя связь и то, что ты выросла в атмосфере народной музыки, тебе дало вот именно много для импровизации, для композиции? Вот это помогло тебе вот легче себя чувствовать? Но мне кажется, что народная музыка – это что? Это музыка, которая вот конкретно должна действовать на людей. Вот ты играешь на свадьбе, вот ты хочешь, чтобы они танцевали. Вот играй так весело, чтобы они танцевали, да? Не скучай. И потом или уже... наоборот, на похоронах играть, так, что все плакали. Играть, так что все плакали, да. То есть есть какая-то функциональная материя в этом. И вот это очень важно тоже в нашей неестественной, искусственной, вот искусство почему так называется, потому что оно неестественно. И вот это, мне кажется, моя роль в этой музыке. Я знаю, что ты считаешь, что для того, чтобы быть действительно замечательным профессиональным музыкантом, еще необходимо сочинять самому. Да. Это чтобы видеть партитуру, ты должна, в принципе, знать, как она устроена. Ты сочиняла с самого, условно говоря, первого шага. Я очень рано начала. Ребенком это для меня было то, что действительно было интересным. И мне кажется, что человек, который сам сочиняет, знает этот процесс искания, он будет по-другому играть. С самого раннего возраста. Брамс писал в каждый день фугу и выбрасывал ее. То есть неважно, это ты донесешь для зрителей или ты в бумажную корзинку, но главное пиши. Да, все равно, что читаешь книгу, думаешь словами, знаешь, как их употреблять, какие картины писать этими словами. Это очень-очень важно. И мне кажется, что это недооценено. Этому нужно в образовании учиться. Именно профессионалов. Абсолютно. Это должно быть вот этим кирпичом в здании нашего ремесла. Обязательно нужно уметь сочинять. Писать каденции вот свои. Каденции, да. Да, писать свои каденции обязательно. В каждый раз новое, что-нибудь ты придумаешь тут, там. Ну-ка давай как Бетховена подберемся так вот. Ну, как раз у Бетховена каденция своя. Долго ее не знали. Потом ее как бы раскрыл Шнайдаган, Кремер, Цегетмайер. Это все записано, сыграно уже, но все равно люди все еще не знают. Меня часто спрашивают, это каденция Шнитке, это ты сама написала? Как тебе не стыдно какая-то? А на самом деле это каденция Бетховена. Он аранжировал скрипичный концерт для фортепиано и подарил это на свадьбу своему другу Штефану Бронигу. Эта каденция получается фортепианная. Она очень длинная. В ней какой-то марш. Очень странный такой абсурдный марш, которого нету в скрипичном концерте. Но он очень похож на музыку из Фиделио. Одновременно Бетховен сочинял тоже и Фиделио. Представим себе его стол, на котором вот все эти нотные записки, бумажки, листы просто валяются. Ну, он берет какой-то лист. Вот так я себе это представляю. А там вот случайно какой-то набросок для Фиделио. Он пишет себе дальше, смотрит, там, о, хороший марш, неплохой. Давайте
давайте-ка мы его тоже включим в каденцию. Смешно, весело. А тогда люди шутили на сцене, тогда это было все спонтанно, да? И люди понимали эти шутки. Это только сейчас так сидят, и не дай бог там не скрипеть или не кашлянуть. Тогда это было как в театре. И эта каденция, она прекрасная, очень виртуозная, и иногда совершенно бессмысленная. Конечно, для двух рук. И когда вот начинаешь ее переписывать для скрипки, то начинаешь задуматься, а как же мне это все сделать? Кремер нашел для себя выход из положения, это прекрасно. Значит, он записывает на сцене один голос, и рояль за сценой играет. Это была гениальная идея. Вот. Ну, как всегда, он самый гениальный. Я обожаю его, я очень-очень его уважаю, преклоняюсь перед ним, как перед музыкантом. Значит, нужно что-то свое находить. Ну, я подумала, значит, просто пишешь одну руку для скрипки, а другую руку для оркестра. Я играю с концертмейстером, я играю с виолончелями, с контрабасами. И, естественно, там литавры. В оригинале написано, литавры должны играть в этой каденции. Что мне ужасно нравится, потому что в самом начале концерт открывают именно литавры. Вот эти вот 5. Бом-бом-бом-бом-бом. Там он еще как бы не страшен. А в каденции вот он уже становится вот таким, вот просто вот его лицо перед тобой. И начинаешь с ним, значит, заигрывать вот с этой опасностью. А ведь тогда время было французская революция, вспомните, баррикады, пахло порохом. И так и должно быть в концерте скрипичном. И вот, и когда я играю эту каденцию, то, конечно, очень многие критики просто не знают, что с этим делать. Я думаю, что для критиков ты большая проблема. Наоборот, пища. Я даю пищу критикам, они должны быть мне благодарны. Скажи, пожалуйста, а кто твои любимые партнеры? Фазиль Сей. Такой турецкий, по сути, и пианист, и композитор, и импровизатор. Огромная личность, огромная личность. Будучи с ним, мне пришлось заставить себя вырасти. И как женщина, и как человек, и как музыкант. То есть он это был вулкан. Стоя рядом с ним, надо быть очень сильным, чтобы не свалиться. Вот. Это незабываемые моменты были на сцене. Это Крейцерова соната, она останется у меня вот как у Толстого. Это вот между жизнью и смертью. То есть там все вот на одной карте лежало. И никогда не ясно было, что будет до концерта. Идешь на сцену, и битва начинается. Крейцерова соната – это невероятно виртуозная, дикая музыка. Потому что она была написана мулатскому скрипачу. Начнем с этого. Про это все Да, забывают. Да, а когда была премьера, то этот самый Мулатко, он был очень популярным молодым, значит, красивым парнем, да. Вот, таким модным. Джордж Бриджтау его звали. Он очень здорово играл на скрипке, и Бетховен вначале посвятил ему эту сонату. И, значит, на премьере Бетховен играл там этот до-мажорный пассаж в первой части, и Бриджтау хотел его удивить и сыграл вместе с ним этот пассаж. Бетховен остановился, встал, обнял этого молодого скрипача и сказал: «Дорогой друг, еще раз». Ему это понравилось. Да вы можете себе такое представить? А если я сейчас такое сделаю в консерватории? Да меня сразу с экзаменов снимут. То есть надо понимать, в какой атмосфере, в какой обстановке все это сочинялось, игралось, понималось. Это, в принципе, все результат невероятного искусства импровизации. И Бетховен в первую очередь был знаменит именно своей возможностью импровизировать. А совсем современная музыка, как ты с ней? Вот ты ее постоянно ведь пытаешься вплетать. Это наш воздух. Да. Как можно делать программы без современной музыки? Я не понимаю, что случилось с нами, с музыкантами, что мы начали вот делать вот как копировальные машины, постоянно одно и то же, и все время одним и тем же образом. Проблема музыкантов или это проблема тех, кто организует концерты, Нет. и кому нужно набить зал? Это наша проблема. Потому что мы очень долго играли современную музыку, слишком интеллектуально, слишком... Без шутки.
Да, не только что, я имею в виду, да, человечности не было в этой музыке. Не потому, что она так написана, а потому, что мы ее не понимали и боялись этого. Я не знаю, даже в Булезе можно найти вещи, которые очень-очень понятны человеку, но их нужно делать. Я не верю в то, что музыка может быть только просто бумажная и сконструированная. Это такого быть не может. Наши инстинкты всегда победят. Там всегда будет какой-то месседж, который будет понятен даже собаке, детям. Вообще надо всегда играть, как будто вот для детей играешь, особенно современную музыку. Ее нужно рассказывать как самую понятную сказку. Просто язык немножко другой. И мы его забыли, мы на нем не говорим уже. Его нужно снова выучить. Нам нужно практиковать это, а возобновлять, тренировать. Это очень важно, потому что иначе это абсолютно dead street, это тупик. Мы находимся в тупике. Если мы постоянно будем ставить эти памятники Бетховену, Брамсу, Баху, и каждый будет смотреть за каждым движением, не дай бог что-то не то, да куда же мы дойдем-то? Мы же в морг все вместе, толпой идем. Нам нужны молодые люди с новыми идеями, с видео, с электроникой. Новая музыка – это самое важное, что у нас есть. Давай пройдемся по сочинениям, которые наиболее интересные и яркие. Концерт премьера, который Эстэ-Пекка Салонен. Потрясающий дирижер. Да. Он замечательный композитор. Но он же еще и дирижировал этим концертом. Да. Как ты себя чувствовал под оком контроля композитора? Ах, это всегда очень интересно, играть с композитором. Вот я тоже играла с Петер Рютвеш очень много раз, тоже его сочинения. Немножко страшно, потому что уже фантазию надо держать так как бы в рамках. Все-таки он еще не умер, он еще тут. Иногда я спрашиваю как бы позволения или там сравниваю свои ассоциации с его. Салон был очень открыт. Как-то я ему говорила, что вот, вы знаете, вот мне кажется, что в вашей музыке, вот все там, вот у вас разные нации, вот все на корабле, и вот все едут в Америку. Вот мне кажется, что вот в таком состоянии. Он сказал, это очень интересно. То есть ты ему рассказала историю его же музыки? Да, я не знаю, согласен был или нет, но где-то потом было написано, что он написал, что very interesting reading. Петер Рютвеш, с ним потрясающе работать, потому что как-то я к нему приехала и играла его новый концерт. И я ему тоже объясняла, что я вижу вот в нем, вот это в Карпатах, вот в горах, вот там есть колодец. И там очень чистая, холодная вода в этом колодце. Вот я беру вот такой чашкой и пью эту воду. И вот этот глоток, вот это и есть вот эта мелодия. И там он на меня смотрел так и сказал, ты права, это так и есть. Или какой-то еще случай был, скрипачка ему говорила, Петеру Рютвешу, но вы написали по-другому, она играла по-другому, вот как мне играть? Вот запись из Парижа, вот она говорит, играйте так, как она играет. Повторите ее историю. Повторите, как она. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты работаешь достаточно много с русскими. Юровский, Да, Ашкенази, да, Федосеев. да. Ну, Теодор Куренис, мы как-то уже, знаешь, русский паспорт получил, все, будет русским. Нечего там. Это особая группа людей или в музыке нет национальностей? По-разному. Я никогда не задумывалась над этим. Это интересный вопрос. Язык связывает, конечно. Ведь это и мой язык, на самом деле. Я училась на русском языке. Я начала говорить на молдавском языке с бабушкой, с дедушкой. И как я научилась русскому языку, я не знаю. Мне кажется, в школе. Для меня был новый язык, чужой язык. И на нем я часто думаю. Нас связывает любовь к тем же вещам. У нас ценности одни.
И одно прошлое, вот это детство, оно никак не выйдет из человека. Вот просто вот любовь к... Да даже воспоминания, я не знаю, мультики какие-то. Оно связывает. Торт «Наполеон». Живешь на Западе давно уже, я уже... Но все равно вот эти воспоминания очень сильно связаны. Твой дуэт с Маркусом Хинтерхойзером «Уствольская». Насколько «Уствольская» для тебя особенный композитор? Очень особенно. Она изменила всю мою жизнь. Я была студенткой в Берне и видела ее лично. Я должна была ей переводить. Вообще мне страшно повезло. То есть я лично с ней была знакома, я была рядом с ней, я видела эту женщину, я слышала ее дыхание, ее голос. Ее музыку я впервые там услышала. Сколько мне было лет? 20, может быть, чем-то. Это изменило все. Я не могу объяснить. Нету там ничего ненужного. Там настолько все настоящее, сильное, правдивое, нужное, невероятно нужное. Там все нутро человеческое. Когда я играю эту музыку, мне очень-очень больно. Ее нельзя часто играть. Я не могу часто, я не переношу это состояние. Но я знаю, что это вот есть такие произведения. Публика готова к такой боли? Нет, не готова. Конечно, не готова. А даже мы не готовы. В каждый раз даже Маркус говорит, как ему тяжело играть это. Но это настолько очищает. Оно тебя снова приводит на тот правильный, ясный путь, по которому ты идешь. То есть не отвлекаясь ни на что больше. Это настоящее, это страшное, настоящее. Нельзя сказать, что темное. Нет. Там есть свет, там есть доброта, там есть человечность, там есть очень сильная любовь, божественность, святость. Но не религиозная, не такая вот инсценированная, церковная, а настоящая и очень страшная. Потому что страшно вот так вот самим перед собой стоять. Ну, такое ощущение, что вот это конец и начало в одном. А невозможно объяснить. Кстати, она тоже не могла объяснить свою музыку. Нельзя даже пытаться анализировать. Играть нужно обязательно. Я знаю, что ты работала, и мы работали. Это фестиваль «Музыкальный Олимп». У нас были все как раз 3 участницы вашего замечательного трио. Михаил Урсуляза, Ольга Бетта. И ты вот в разное время, но все играли. И, конечно, вот смерть Михаила – это что-то совершенно невообразимое. Ей было всего 33 года, да? Она была гениальная девочка, потрясающе играла. Я знаю, что вы были очень близки. Я уверена, что это на тебя произвело впечатление какое-то и оставило след. Она живет во мне дальше. Эта смерть, она значила для меня, насколько дорога жизнь, насколько она коротка. Но это я знала. Я просто не знала, насколько сильна боль потери такого близкого, родного человека. Мы же не просто играли вместе, мы еще были очень близкими людьми, друзьями, как сестры. У нее ведь осталась дочка. Она в Вене живет, я видела недавно ее, очень умная, красивая, прекрасная девочка. Она постоянно в моих мыслях. Она очень шутливая была. И я заметила, что я больше шутить начала. Как будто вот она со своим юмором вот всегда вот со мной наигрывает. И она мне часто снится. Когда я играю на сцене, она тоже всегда со мной, она помогает мне. Твоя дочка Алиса, да, прямо Алиса in Wonderland. Скажи, пожалуйста, что ее связывает с музыкой? Я знаю, что твой муж, помимо того, что он замечательный врач-невролог, он еще и дилетант-виолончелист. Да, он играет на виолончели. Вот, он играет на виолончели, и поэтому я думаю, что она тоже в мире звуков живет, да, и растет. Конечно. Она в связи с этим более эмоционально открытый человек. Но мне кажется, она артист. Я пока не знаю, в какой сфере, неважно, чем она будет заниматься, но это будет всегда очень артистично и с фантазией. И немножко
необычно, я бы сказала так. Вот она еще малышом, она пыталась спать везде. Вот, например, в шкафу спала, под кроватью спала. Могла бы просто в кровати. Нет, она пробует, она постоянно все экспериментирует. Ей все интересно. Она невероятно здорово рисует. Классическую музыку не любит, говорит, очень скучно. Да? Меня на сцене видеть не хочет, говорит, выглядишь как ведьма, не хочу такую маму. Но сама знает все песни, ну, такие, поп-музыка. Не знаю. Вот она поет, танцует здорово, нигде не училась, но танцует потрясающе. Какие-то видео она записывает. Ну, то есть она она с воображением человек. Сколько ей сейчас лет? 12 лет уже. Она Алиса из «Страны чудес», действительно. Да. Мы с ней подруги. Я не могу ее воспитывать. Она меня воспитывает. Она намного серьезнее меня. Она всегда, будь, пожалуйста, серьезна. Она, мне кажется, меня стесняется. Особенно, когда иду к ней в школу, она мне говорит, ты, пожалуйста, не подпрыгивай, не шути, веди себя, как все остальные мамы. Понятно. Очень трудно Да. вести себя, как швейцарские мамы. О, Это ну мне надо, вот прямо в роль вхожу. Да. Вот. Но я стараюсь. Но у меня муж тоже немножко несерьезный. Он был тоже политиком. Он, между прочим, со своими друзьями обосновал зеленую партию Швейцарии. То есть у него очень много разных интересов. И То есть вот, против меха. да, в Берне опасно носить мех. Но нет, дело даже не в этом. У нас машины нет, например. Вот мы пешком ходим. Ну, это возможно в Берне. Это, В Берне, город да, почему маленький, нет, там да. все рядом. Да. У меня муж очень-очень интересный. Мне кажется, вот скорее вот это тоже вот ее мир. У него отец Маркус Фирц был один из самых важных физиков. Он знал Эйнштейна, там, не знаю, это была вот его компания. Знали Юнга, например. И, наверное, вот это будет ее мир. Она с удовольствием в музей ходит, смотрит на камешки, там, разбирается. Больше меня. В общем, я думаю, что она меня То есть воспитает. ты в конце семье главный концов. ребенок, я поняла. Нет, главное... Меня в семье практически нет. Вот в этом сложность этой профессии. Я только езжу, и меня, собственно, в семье нет. Я по телефону в семье. Я надеюсь, что она знает, как я ее люблю и как я ее ценю. Но очень, очень сложно быть. Мне кажется, женщине намного сложнее быть в этой профессии, чем мужчине. Намного сложнее. Не сравнить просто. Мужчина, он уезжает, он зарабатывает деньги, женщина должна быть дома, собственно, с детьми. Это у нас не выйдет из головы. Я чувствую себя грешной, недостаточно... Но что делать? Я тебе очень благодарна, во-первых, за это интервью. Я тебе Спасибо, я желаю тоже благодарна. и находить, и терять, чтобы твоя скорость и то, что ты делаешь, это всегда было в соответствии с твоими силами, с твоей энергией, чтобы ты себя Спасибо. не перерасходовала. Спасибо за такой прекрасный, откровенный разговор. Спасибо огромное.